Эти мужчины не дадут спокойно пожить в этом шахматном мире. Что за партию я только что наблюдал, это словами не передать. Это просто надо видеть, что это за чехарда здесь творилась. Вот смотрите, как они играют. Вот это вот просто нечто, которого шахматный мир давно уже не видел. Очередной замес двух неудобных соперников кандидата на шахматную корону против Левона Ароняна. В этой партии будет все и даже немножко больше. Опять встретились эти два джигита на просторах Сент-Луиса в рапид партийки покатать. Халява идет на Е4, королевская пешка начинает бой одной рукой. Е6, Левон захотел побывать в Париже, во Франции давно, видимо, не был, и у нас французская партия. Вариант с задвигоном вперед, пихундель Е5. Почти полупокерный, но интересный. Ходом c5 Левон показал, что он знает теорию шахматную. Ходом c3 Синдаров не игнорирует никакие дебютные принципы, защищает пешку. Но будет ли он жертвовать пешку в этом варианте французский? В Париже виднее. Конина пошла на c6, это все хорошо, слонина развивается, и тут можно расставить кандидату ловушку на уровне штрихов за гаражами. Если сейчас сыграть слон b5, тогда пешка падает. Вот такая вот бурмалда получается. Если забрать коня на e5, падает слон на поле b5. А если жопнуть этого слона на поле d7, конина просто возвращается на поле d7. Поэтому вот такие ловушки Левончик расставляет. Синдаров на такую шелуху не ведется. Слон e2, развитие нормальное. Дальше у нас конина развивается. Дальше на f5, чтобы потом еще ферзем на b6 настроить вот здесь закидушку, рогатку здесь устроить. Рокировка ладья c8, мы с вами наблюдаем дебют, фундамент этой сногсшибательной безумной партии. Вот сюда бы, кстати, коника сейчас засадить, и был бы мат черному королю. Но все потом, немножко позже. Ты, если впервые на моем канале, жми лайкосик, подписочку на канал, ведь таких обзоров нет нигде на белом свете. Разве что в космосе, в галактике найдешь. Конина врывается на поле А3, чтобы b5, d6 мат Левону оформить вот так вот с дебюта. Битва происходит за 50 кусков зеленых. А это, извините, забор в Америке или двушка на окраине Еревана. Конина g6 развивается, чтобы не получить постыдный мат на поле d6. Конина c2 укрепляется на поле d4, все во благо центра. Работаем от центра. И ходом f6 Левончик подрывает этот вонючий пешечный центр, чтобы его здесь не было, сбрить его на. Забрал на f6 и ферзь f6. Мамасита выходит в бой, а черный король уйдет в запой через несколько ходов. Пора бы уже начинать какие-то активные действия в этой позиции, ведь пока король черных застрял в ебях в центре доски, надо как-то вскрыть линии. И для этого Джавахир пихает пешку на поле c4, и Левончик ее кушает без угрызения совести. Дальше сильным ходом слон g5 на Мамаситу делаем нападение. Мамасита отступает туда, где немножко не так сквозит. Потом тут, потом тут. И врывается конина из поля c2 на поле d4. Дальше ладейка вот сюда подойдет, и будем бурмалдить на пешку e6. Конина берет сюда, подставляется Мамасита под эрекционный тычок слоном на поле c5, но пока не до этого. Сначала слонина e3, и Джавахир уводит свою слону, чтобы потом на c5 отойти ферзем, вскрыть линию f и на Мамаситу ладейкой посмотреть. Заглянуть ей в глаза. Слонина на c5 все так и делает Левончик, как я ему прописал. Открыл Джавахир линию f, и теперь Мамасита может получить вот таких звездюлей. Вот этот Сидар с f3 пойдет на e5, нападет на ферзя, и не нападет еще ладья на ферзя, и на g6 конина ускакает в узбекский плов, вкусный, с серьезными специями. Короче, все будет по красоте. Мамасита на f5 сюда аккуратненько пошла, и ферзь d4. Вот здесь ключевая позиция, ведь ходом ферзь d4 Джавахир нападает на пешечку g7, на пешечку a7, и с этой позиции начинается у нас, ребята, Ракамакафо, Движ Париж и Нью-Йоркский дрифт. Чтобы защитить пешку
атаку на поле G7. Левон играет Е5. Понятно, что на А7 бить нельзя из-за того, что просто теряется слон на поле С4. И лучшим ходом в этой позиции является ферзь С3 по компьютеру. Слон Е6 не страшно, просто потом тырим этого слона. Если слон Е6 вот так вот просто тырим. Или можно даже просто дать вот такой вонючий шах. С серьезными проблемами у черных. Вот так, например, ферзь Б4, король отошел. И аккуратненько и конь Е5 выигрывает ферзя. Но в партии Джавахир не отступил на поле С3. Он сыграл тоже сильно по второй линии компьютера. Расставил немножко ловушечку Левону. Левон решил нашампурить ферзя, но он зевает. Банальный тычок ферзем на поле F7. Можно было бы вот так вот спугнуть Левона сюда-сюда и Е5 выиграть пешку. Но это вариант такой полупокерный. Лучше всего в этой партии ферзь А5. Надо было бы сыграть ферзь А5, сохранять угрозу конь d4, чтобы вздернуть этого косоглазого беса. Но ферзь d2 следует в партии ход тоже ничего себе, ведь Синдаров это кандидат на шахматную корону. Матч состоится с 25 ноября, будем обозревать, так что подписывайся, чтобы не пропустить такую замечательную новость. И будем обозревать, конечно. Ладейка f8, подставляется Левончик под конь d4, Синдаров идет конь d4, посмотрите на преимущество, плюс 4. Даже не верится, что это все можно просрать, но просрать тут оба очень вкусно с подливой. Ходом ферзь g5 Левон показал, что он готов пожертвовать качество. Напал на мат. Потом конь h4 угрожает, поэтому надо сбрить этого слона. Он здесь не нужен. bc забрал пешечкой. Ладья f8 сюда. Конина f8. И Синдаров здесь захвачивает инициативу шахматную. Но, как говорится, сила мастера в конце. Конина d7. И можно было бы как-то засиндарить сюда ладейку на поле Е7, напасть на этого коня. Но нет, Синдаров находит просто слон Е6, связывает этого коня, хочет его прихлопнуть. Дальше можно также ладья F7, угрожает, ведь такой ходельник, это вам не хухры-мухры. В предыдущих двух партиях Левон, конечно, разгулялся. Партия есть на канале, в плейлисте можешь посмотреть в закрепленном комментарии. Поэтому победить в этой партии Синдаров просто обязан, но случится тут победа или пепси-кола, мы с вами узнаем немножко позже. Ферзь d6. Синдарит свою мамаситу сюда подальше, чтобы король немножко остыл. Угрожает взятие коня на поле d7. Ладейка заберет, и Матильда ладьей на поле f8. Поэтому Левон сначала ливает эту пешку на поле e3. Каролина отошла, и конина сюда выступает. Ходом ферзь c6 падает слабак на поле c6. Король сюда, и ферзь c7 шах. Можно, конечно, отступить на поле e8 королем, потом просто Матильду получить. И вот таким вот нехитрым движением Синдаров выиграл качество. Но это качество еще надо реализовать. А как вы помните с первых кадров, реализация здесь на высоком уровне. Ведет Аронян Пихунделя ферзи. Депутат собирает свой мандат. Сюда на тебе на c8. На пошел на f7. И ферзь c3. Предлагает разменяться, ведь он сейчас в выгодных условиях. Если поменяться, победа отдела техники. Король подошел сюда, ферзь, и начинаются дикие танцы черных мамасит. Ша! Пошел король сюда, и Синдаров пытается хоть как-то найти свой стиль в этой партии, в этой позиции. Надо ловить стиль. Почти повторили позицию, я уж испугался, что будет ничья, но нет, еще тут несколько ходов Синдаров делает и пытается как-то засунуть ладейку Левону на поле d8, зайти с тыла сзади. Ферзь b6, под контроль надо брать поле d8, еще полетела мамасита на e5, угрожает просто тычок на поле d6, войти по приколу. Король убежал. Еще раз шах, давай назад. Набивают ребятки времени, так как у Синдарова 24 секунды, у Левона уже почти минутка. Но то, что будет твориться дальше в конце, ни в какие шахматные рамки не влазит. Синдаров предлагает разменяться и понемножку выпускает свое преимущество. Ферзь c5, h4, Левон задвинул. Если тут окажется конь на поле g3, это будет полная звезда, но конь там окажется, забегая наперед, я вам анонсирую коня на поле g3.
Казалось бы, преимущество плюс 4. Сыграй ладья f3 и просто забери эту партию. Нападаем на пешку, пешку защитить можно только конем с поля d5, но тогда ладья f5 решает эту партию. Если конина возвращается, тогда ладья e5 нападаем просто на пешку. Но если же все же пешка пойдет вперед, тогда находится шах ферзем на e3, разменялся, пешка на e2 в дрова. Но Синдаров этого хода не находит, он играет ферзь c1, выпускает все свое преимущество, но выпускает это преимущество ровно на пол хода. Ведь Левон здесь играет конина d5, молодец, конина d5. Синдарову стоило просто ферзь c4 поднять этот ход на секундах, ферзь c4, напасть сюда и напасть сюда. И если конина возвращается, например, или берет на b4, или возвращается, это все не играет никаких нюансов, просто конина f6 и на вот сюда. Шахидос, сначала тебе король убежал, и потом опять ладья f3 с нападением на пешку. Пешку скушали, двигать ее нельзя, ее можно защитить вот так полупокерным образом и получить мат в 14 ходов. Вот таким вот образом. Ну, как говорится, пиздеть не мешки ворочать. Синдаров сыграл ферзь c1, и после этого хода вместо адекватного ферзь c4 он дает шах Левону, и Левон ливает конем назад. Потом следует опять вот этот прикол, перестановка ходов, опять Левон дает ему шанс сыграть ферзь c4, опомниться, найти решение, но следует дальше серьезнейший прикол, а именно король g1. Как же интересно наблюдать за шахматистами, когда у них по 10 секунд. Ходом конь c3 Левон решает, что он способен победить в этой партии, и я вам скажу, он прав, ведь после хода ферзь e1 уже преимущество минус 4, то есть картина развернулась ровно на 180 градусов, но после хода конь e2 король еще сюда, конина сюда, и ничья сохранялась просто ходом король g1, надо было возвращаться, ничья сохранялась или просто ладья, засунуть ладью на h1, оставляя дырку королю, но случилось оно, ладья g1 поднимает ход Синдаров. В этой партии для победы Левону оставалось сделать ход ферзь d6, вот так вот сюда. И дело в том, что даже если забрать пешку с шахом, король просто себе отойдет, и позиция минус 8 угрожает тычок конем на поле f1 с матом ферзем на поле h2. И лучшим ходом в этой позиции является только лишь ладья e1, что после конь f1 ведет к проигрышу ферзя. Дальше еще можно сюда забрать или подвязать вообще эту ладью. Поэтому Левон этого не замечает. Он играет вот такую вот дичь, конем на f5 отступает, защищает пешку e3 и h4. Молодец. Но Синдаров вместо того, чтобы реабилитироваться, сыграть ферзем на поле d1, предложить ничью, он играет ладья f1, позволяет Левону еще раз коня сюда засунуть. И какой же следует ход за белых? Конечно же, ладья g1. Стоило Левону опять повторить свою позицию ферзем на d6 и просто победить в этой партии, но нет, Левон назад отскочил. Молодец. Ладья f1 это уже сильный ход, конь g3, ладья g1. Опять следует возможность сыграть ферзь d6. Левон играет ферзь d6. В этот момент Синдаров предлагает ему ничью. И Левон соглашается с позицией минус 7 с полным дерьмом на доске. Они соглашаются на ничью. Пацаны, вообще ребята, подписочку. Смотри другие видосы. До новых встреч.